Критиковать малоизвестные бренды проще всего. Вроде и раскритиковал, а репутация не испорчена. И с фанатами не поругался, и крупных игроков бизнеса не тронул. Но мы не ищем легких путей, и сегодня я пройдусь по 10 парам наушников с именем, которые, по моему мнению, не стоят своих денег. Сейчас на рынке очень много беспроводных наушников, про каждый из них вы всегда можете найти восторженные отзывы, ведь их необходимо продавать, и чем дороже наушники, тем сложнее выявить их недостатки в море оваций блогеров, и тем больше получают дохода те, кто их продает и рекламирует. А если эти уши от известного бренда, этого дохода становится очень много. У меня другая политика. Дешевое может быть хорошим. И сегодня я перечислю вам топ-10 наушников, которые я не советую к покупке по разным причинам. И расскажу почему. Everybody lies. И иногда мы лжем сами себе. И, конечно, на все наушники в топе у меня были обзоры. А пока не забыл, подписывайтесь с колокольчиком, пишите, что еще купить на обзор, читайте описание к видео, на канале регулярно проводятся розыгрыши среди подписчиков. Начнем топ. 10 место Xiaomi AirDots Pro. Здесь было сомнительно все. Бокс, форма наушников, шумоподавление и даже звучание. И наушники не были ужасными, но стоили как минимум на процентов 40 дороже, чем должны были. И здесь сразу я понимаю, что любые затычки для людей с музыкальным слухом, исключая синхайзеров и некоторые JBL-ки, это боль. И мое мнение о звуке мнение обычного меломана, который умеет пользоваться эквалайзером и подбирать амбушюры. И если звук относителен, то размер имеет значение. 9 место Havit G1. Я не стану вырывать из контекста, что большинство пользователей сети говорило, что звук средний. Он просто неплох, но размер и стоимость просто убивали. В своем обзоре я упоминал, что красная цена им, если они станут удобны для вас по форме, это 3000 рублей. Именно столько они и стоят на распродажах. Микрофон у них плохой, а за полную цену это выброшенные на ветер деньги. 8 место Pamus Lite. С iOS-системами звук просто отличный. С андроидом хлам. На Алиэкспрессе не продаются, выглядят нереально дешево, учитывая, что я за них отдал $120. И они минимум в 2 раза дороже, чем должны быть. Хотя у них просто невероятная рекламная кампания, я их крайне не советую. Те, кто видели их в жизни, я думаю, меня поймут. 7 место Sabot E12 Ultra. И не только от того, что я и те, кому я давал их примерить, считают, что их посадка неудобна. И не по причине посредственного звучания. Проблема в обрывах. У меня лично их не было. Когда до ролика на 4 PDA я прочитал, что у каждого третьего эти обрывы присутствовали, я подумал, что это накрутка негатива. Но почитав комментарии к своему обзору, понял, что эти уши вообще не стоит покупать ни при каких обстоятельствах. Слишком много брака. Уши с обрывами это плохо. 6 место Samsung Galaxy Buds 2019 года. Здесь проблем просто море. Начиная от минимальной емкости кейса, звука, который идет к вам через 2-миллиметровый звуковод, оставляя только низкие частоты. Вы ведь любите басы, и заканчивая внешним видом, который однозначно не тянет на $150. У меня, кстати, есть 2 реплики этих наушников, звучат не хуже, выглядят так же. Скоро о них расскажу. Такие торчащие из ушей ватки, как у телепузиков, нельзя продавать дороже $60, на мой взгляд. Плохой микрофон и супер крутая надпись AKG, которую Samsung купили. Вот их лучшая характеристика на данный момент. Когда ваша рука потянется писать про них комментарий, еще раз посмотрите на их обрубок от звуковода и подумайте, стоят они своих денег или нет. А пластик, кстати, классный, но то, что громкость звука с них нельзя менять, это просто трэш. Защита от воды IPX2 это позор, а PTX нет, бас глухой, приложений на iOS нет, датчик приближения глючит, а еще громкости мало. И весь этот шумодав просто обманка. Негативные у меня о них воспоминания. 5. Xiaomi One More E1026BT. Минимальная задержка в играх, aptX, но зарядка microUSB. Корпус, который моментально царапается. Форма наушников лично мне совсем не подходит. Они под крупные уши. Не люблю я такие локаторы. А вот диоды, которые при работе мигают каждые 5 секунд, это просто ужас. Уши без официальной водозащиты. И даже 6 часов проигрывания и быстрая зарядка 15 минут, в итоге получаете 3 часа, не спасают положение. Громкость менять с наушников нельзя. Звук, как из бочки, плоский. И вердикт: своих денег однозначно не стоит.
Четвертое. Мифа X3. И я знаю этот бренд, как и любители покупок в сети, очень хорошо. Очень неплохо они иногда наушники делают. Но модель X3 это просто печаль. Неразумно большой бокс. Глянец повсюду. И в идеале они должны бы были отлично проигрывать музыку. И лучше у них это коробка. И хотя цена сейчас всего $25, эти ушки ну очень плохие. Люфт у крышки. Сенсор терпимый. А вот по удобству это худшие затычки, что у меня были. Понятия не имею, как они сделали уши такой формы неудобными, но они смогли. Самый большой плюс это внешний вид. Это единственные уши, которые я советовал из всего топа. Но на тот момент ни QC White 5 не выпустили, ни Blitzwolf 6 еще не было. А в свете последних событий этим наушникам однозначно нет. Третье место Lemfa. Как без них? Такой близкий нашему сердцу покупателей из Китая бренд. Lemfa M1 с безумным количеством брака. Уши с часами. Неудобные, ужасно звучат. Убогая упаковка. $45. Громкость безумная. Звук неправильный, сухой и резкий как пила. Неудобный ремешок. Габариты огромные. Прога для браслета ужасная. Советовать могу только не смотреть про них обзоры. Психика будет здоровее. Lemfa делают ужасные часы. Теперь еще и ужасные наушники. Только идея была хорошая. Реализация очередной позор. Второе место занимают ушки Tronsmart. И это уже прямо совсем народная марка. И очень выгодных моделей у них тоже хватает. Вот Tronsmart Spunky Beat оказались полным провалом. И я знаю, что потом эти ушки допилили в модели Neo. И в курсе, что эти уши 11 ноября вообще можно было купить за $13 со всеми купонами. Но это не прекращающаяся дискотека в ушах, это нереальный тест психологического здоровья. Эти уши мигают при использовании, а диоды такие яркие, что с легкостью могут вызывать эпилептический припадок. Слишком чувствительный сенсор и aptX, работу которого совсем не замечаешь. 5,5 часов проигрывания музыки против 7 обещанных, звучат нормально только средние частоты. Не советую, если брать только их модель Neo. Эта модель печальная. И на первом месте, хотя здесь не от супер плохого к хорошему, а просто 10 наушников, которые я не советую, нет, это не безразмерные Havit i93. С G1 ничего и рядом не стояло. Если вы их смогли носить, вам подойдут любые наушники любого размера, кроме маленьких наподобие Tisa i5. Последние ушки, которые я не советую покупать, уши моего любимого бренда QCY. QCY T3, гибрид затычек и вкладышей, обрывы, глюки, глянец. И реальность такова, что у официалов цена на них уже $21 по ссылке в описании к видео. Хотите, кстати, проверить мои слова, ссылки на все наушники и мои обзоры в описании к видео. Далее про наушники. Уши глянцевые, микрофон хороший, звучание ужасное, глухой бас в середине каша, AAC и SBC из кодеков. Но кастомные амбушюры это просто тест на психоневрологическую устойчивость. Запасных амбушюр нет, а где купить – большой вопрос. Это вторые наушники, от которых у меня болели уши, притом еще и вызывают повышенное потоотделение, но без достойной фиксации. Вакуума ведь у них нет, однозначно уши, по моему мнению, плохие. Резюмирую, у всех наушников есть плюсы и минусы, но когда топовые бренды производят много разных продуктов, стабильно некоторые из них будут неудачными. Мой трехлетний опыт тестирования подобных девайсов я фактически уложил в один ролик. И я понимаю, что для многих пользователей эти наушники лучшие, что они видели и слышали. Но поверьте, что есть колонки, накладные наушники и все остальное. Беспроводные вкладыши и затычки это всегда компромисс. Но лучше, когда этот компромисс стоит не 20, 10 или 5 тысяч, а 1000 или 2. И таких наушников великое множество. А если и выкладывать приличные суммы, нужно покупать Sennheiser, JBL, AirPods и Huawei за приличные деньги. Или бренд, или экономия. А экономить нужно с умом. Пишем, что еще купить на обзор, с чем согласны или нет. Мата на канале и хамства нет. И помните, что здесь исключительно мое мнение, которое не может быть ложным, как и ваше. Наушники нужно слушать и трогать. И тогда выбрать будет намного проще. На канале несколько топов ушей, которые я считаю достойными. Посмотрите, может быть что-нибудь приглянется. Там есть очень интересные и достойные модели. Подписывайтесь с колокольчиком, девайсу да или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.